Всем привет, ребята, с вами Катя. Сегодня я начинаю удивительное путешествие, которое приведет нас из Бразилии по водам Атлантического океана к берегам Уругвая и Аргентины на роскошном круизном лайнере MSC Preciosa. Круизный лайнер MSC Preciosa является частью флота одной из крупнейших круизных компаний в мире. Этот корабль был введен в эксплуатацию в марте 2013 года и представляет собой одно из самых современных и роскошных судов компании. Вместимость лайнера около 4300 пассажиров, а обслуживает его более 1300 членов экипажа. Это путешествие обещает быть незабываемым. Начнем с обзора нашей каюты. Наша каюта расположена на 11 этаже и имеет очень удобную двуспальную кровать, шкафы для хранения одежды и личных вещей, телевизор с доступом к спутниковым каналам, мини-бар, приватный балкон с мебелью, ванную комнату с душем и всеми необходимыми туалетными принадлежностями, сейф для ценных вещей, кондиционер, телефон, фен. Поскольку наша каюта расположена в задней части корабля, она имеет более просторный балкон по сравнению со стандартными балконными каютами по бокам корабля, не говоря уже об этом идеальном панорамном виде. Шкаф хорошего размера, есть вешалки и спасательные жилеты. Я поверить не могу, что у нас такой огромный номер, и мы находимся на круизе! Наконец-то! Так долго ждали! Также мы прошли все необходимые процедуры по безопасности, посмотрели видео на телевизоре, позвонили по номеру телефона, подтвердили, что мы его посмотрели, сходили, отсканировали нашу карточку, посмотрели, где пункт сбора при каких-то неполадках. Вернулись сейчас в номер, очень мы голодны. Но все закрыто, потому что пока каждый человек на борту, а их на секундочку 4600 человек, не пройдет эту же самую процедуру, не откроется ни один ни бар, ни ресторан. Регистрация на круиз оказалась гибкой, с 3 доступными временными слотами в 11, 12 и 2 часа дня. Мы решили выбрать самое последнее время, чтобы избежать спешки с утра и выспаться. Однако мы не учли, что регистрация на круизный лайнер – это длительный процесс с большим количеством проверок и длинными очередями. А также тот факт, что по расписанию корабль отходит в 17 часов. В итоге зашли мы на борт незадолго до отправления, хотя могли бы наслаждаться инфраструктурой и всеми услугами намного раньше. Мы уже умираем, какие мы голодные. Было только что объявление по громкой связи о том, что еще 10 минут дается всем тем, кто не закончил security procedures, и тогда откроются бары, я надеюсь. Наконец-то мы вышли из заточения и идем в буфет. Ресторан очень красивый. Сейчас мы уже будем отплывать. Is it dinner? Мы не знаем, это будет ужин или это так буфет выглядит ежедневно. Но еды тут, скажем так, немало. Бургеры в упаковочках, как будто мы в Макдональдсе их заказали. Картошечка фри. Десертики. Я не на диете, так что все нормально. Салаты, какие-то нарезочки. Лука сразу же побежал набрать пиццы. Здесь пицца еще такая есть, покруче. Я взяла на пробу пасту с морепродуктами, что-то непонятное из овощей. У меня началась паника, потому что набежало столько народу, и все в одно время. Видимо, кто-то из тех людей, который заселился в 11 часов дня, вместо 5, как мы, уже в бассейне сегодня. Большинство людей просто наблюдают за красотой, потому что мы наконец-то отплыли. У нас сопровождение. Пришла мне моя пинаколада. Тинь-тинь, бэйби! На борт корабля мы заходили спокойно и удобно, без необходимости тащить наши тяжелые вещи и сумки, потому что они заранее сдаются в здании терминала, а затем в течение дня доставляются прямо к двери каюты, и это мега удобно. Вот так вот наш второй чемоданчик приехал. Мы вернулись, сейчас мы его разгрузим. Мы, как какие-то старички, уже успели полежать в номере, несмотря на то, что когда мы ехали на круиз, мы думали, в номере не будем сидеть никогда. Сейчас мы пойдем на ужин. Ужин у нас начинается в 10 вечера. Можно выбрать 2 времени захода, мы выбрали самое позднее. Каждый день ходят, раздают программы. What's gonna be tomorrow for us? Ping-pong tournament. 8 утра пилатес? Не знаю.
Okay, let's go. MSC Preciosa известна своим элегантным интерьером и широким спектром услуг прямо на борту. На борту есть разные каюты, многочисленные бары и рестораны, театр, казино, дискотека, спа и фитнес-центр, множество бассейнов, водные горки, магазины, детские клубы и другие развлечения для всех возрастных групп. Вышли к какому-то бару. Здесь еще никакого движа нет. Еще дома, перед тем, как отправиться в путешествие, мы с Лукасом оплатили пакет напитков. Удобство такого пакета заключается в том, что ты уже заплатил фиксированную стоимость, и тебе больше не нужно думать о дополнительных расходах. Наш круиз предлагал разные пакеты напитков. Мы выбрали пакет, который включает в себя широкий выбор безалкогольных и алкогольных напитков за фиксированную цену. Пакет действует во всех барах, ресторанах и на большинстве территорий корабля, где подают напитки. Логично не приобретать никакой пакет напитков, если вы выпиваете немного алкоголя. Так что нам было логично тоже не брать пакет, просто мы этого еще пока не знали. Ну, что-то купили. Как уже есть. Мы думали, мы будем больше тусить. Стандартная цена на напитки на круизном лайнере варьируется примерно от $10 до 20. Бесплатные напитки можно найти только в буфете. Выбор там ограниченный. Это вода, горячая и холодная, с пакетированным чаем и растворимым кофе. Моя прекрасная сакириня. Это кайпириня с саке вместо кашасы. И у Лукаса мохито. На круизе огромное количество разных activities. Вот, например, можно было потанцевать джаз. Мы нашли магазин сувенирный. Капитан нашего корабля. Здесь все с логотипом MSC. На нашем лайнере для упрощения процесса оплаты услуг и покупок на борту принята система безналичного расчета. При посадке на корабль нужно зарегистрировать свою кредитную или дебетовую карту. Это делается вот в таких вот терминалах. Этот счет будет использоваться для всех покупок и услуг на борту, включая напитки, но нам это не нужно, поскольку у нас уже они оплачены, специальные рестораны, спа-процедуры и экскурсии, а также, естественно, магазины. Эта карточка является ключом для входа в каюту, банковской картой, а также нашим паспортом для входа и выхода с лайнера. Какая-то красивая полуарабская кафешка с десертами. Ценников нет, поэтому предположительно платить не надо отдельно. Мороженое. Лукас только что уточнил, оказалось, что все эти десерты и мороженое это бесплатно. Мы пришли в ресторан, который называется Арабас. На вечер, на ужин можно выбрать 2 ресторана. Один Golden Lobster, другой Арабас. Мы выбрали этот, потому что нам до него удобнее добираться. Прямое сообщение с нашим крылом проживания, номером. Мы можем заказывать столько, сколько захотим у официанта. Лукас уже придумал нам расписание на еду. We have lunch at midday or 1 o'clock. Then we go to the buffet at around 5 o'clock. And then we have dinner at 10 o'clock. And we can drink all day. Лукасу приехало его розовое ризотто, а у меня бифстроганов бразильский вариант. Они, кстати, подают с рисом и вот так вот с картошечкой и чипсиками. Мы поужинали, у нас случилась за ужином драма, потому что они к нам подходили постоянно, официанты, весь стаф ресторана, брали Лукаса карточку, которая является нашим документом, на которой прописано время, место и стол, за которым мы будем сидеть за ужином, и что-то постоянно проверяли. Как оказалось, этот стол был предназначен не только для нас, но еще для другой, более пожилой пары. Тут началось выяснение отношений, кто же завтра будет сидеть за этим столом. Короче, мы его не отвоевали. Мы решили не ругаться. Мы оба уже очень устали, но у нас завтра свободный день. Мы хотели еще дискотеку заценить сегодня. Кстати, ужин so-so был. How was your dinner? It was okay. It was okay. Сегодня вечеринка в стиле 70-х, 80-х, я точно не уверена. Но даже есть люди, которые приодеты в костюмы. Наше первое утро. Очень тепло. Шикарный вид. Палящее солнце.
Первую ночь на лайнере мы спали шикарно, проснулись в 9 утра бодрячком. Единственное, чего мы не знали, это то, что завтрак в ресторане идет до 9 утра, но буфет открыт все время, поэтому завтракали мы там. После завтрака Лукас отправился на соревнования по пинг-понгу, а я на бассейн. Однако меня смутило количество народу, и вскоре я ретировалась и провела большую часть дня на нашем балконе. Мы практически на самом носу лодки, и здесь так сильно качает. Мы в зоне массажа, спа и спортзала, потому что сейчас в 5 часов вечера, мы только что пообедали, идет йога. Мы хотели заценить, но такая йога, я лучше буду сама заниматься. Лодка качается, создает волны в воде. Сегодня на круизе будет происходить вечер гала, все гости должны красиво нарядиться, нам предстоит встреча с капитаном корабля, а также мы посмотрим наше первое шоу. Boa noite, tudo bem? Большинство гостей на нашем круизе бразильцы, поэтому я была одна из немногих иностранцев. Основной язык был португальский, хотя многие члены экипажа говорили на английском языке, так как они тоже были иностранцами, например, из Италии, Франции, Филиппин. Os artistas internacionais desse ser preciosa aí, Bizarre Show! Представление в театре было веселое и задорное, нам очень понравилось. Наш новый стол нас проводили. Слава богу, он для 2 людей. Мы боялись, что нас посадят с другими людьми за один стол. Ризотто с грибами. Лукасу пришла его утка. Thank you. What's happening? Что сейчас было со светом, так нам никто не объяснил, но зато нам принесли прекрасный десерт. Сегодня утром бассейн не такой загруженный, потому что у нас первая высадка в час дня будет в Уругвае. Несмотря на то, что я была не против провести время и у нас на балконе, но поскольку мы пришли, здесь было много свободных мест, мы решили немножко остаться. Идет растяжечка. У нас здесь есть небольшой аквапарк, и Лука сейчас отправится. Ребята, мы только что сделали сумасшедший апгрейд, и теперь мы не с той толпой людей. Это приватная зона, members only. Мы заплатили уже на каждый день, чтобы не париться, потому что найти шезлонг каждый день у бассейна — это проблема. Надо постоянно переживать, будет или не будет. Получается, от бассейна мы вот так наверху находимся. Здесь есть вот такие шезлонги, листочки. Есть стулья, есть кабинки. Джакузи раз. Джакузи 3. И джакузи 4. А теперь поворачиваемся. Здесь просто джакузи правит. Мы как будто на разных кораблях. Все, я потеряла его. Кажется, я пойду на экскурсию одна. Мы уже приплыли к нашей первой остановке Уругвай, Пунта-ди-Олещи. Есть 2 варианта: либо не брать экскурсию и при выходе с корабля заниматься своими делами, отправляться в свое личное собственное путешествие, либо второй вариант — взять экскурсию от круиза и с групповым туром исследовать новые места. Это весь корабль на таких 5 шлюпках будут транспортировать вот туда, к берегу. Никакой сумасшедшей очереди не было, нас вызвали по номерку, и мы быстренько спустились
к лодке. Наконец-то я увижу наш лайнер. Пунта-дель-Эсте – один из самых известных и модных курортов Южной Америки. Это место привлекает туристов своими прекрасными пляжами, элегантной архитектурой и роскошными виллами. Пунта-дель-Эсте известна как Монако Южной Америки благодаря своему шикарному образу жизни и множеству знаменитостей, которые часто выбирают этот курорт для отдыха. Путешествие на лодочке длиной в 15 минут. Right here, like walking distance from the port that we are living, there is like the biggest casino hotel in South America. На улице мега ветрено. Курорт Пунта-дель-Эсте. Мне понравился очень. Из окна автобуса так все красиво прибрано, чистенько. Это первая остановка около какой-то церкви. Официальный язык в Уругвае испанский, так что наш гид говорит на португальском, испанском, что затрудняет мое понимание, потому что произношение не совсем такое, к которому я привыкла. Так ветрено, ничего не могу записать. Мы на нашей новой остановке. Волнистый мост. Смотреть особо не на что, но вот люди фотографируются. Мы в знаменитой достопримечательности Уругвая, которая называется Каза Пуэбло. Каза Пуэбло является одним из самых узнаваемых и посещаемых туристических объектов в Уругвае. Это здание расположено на утесе с видом на воды Атлантического океана. Каза Пуэбло была создана знаменитым уругвайским художником в качестве его дома и мастерской, а сейчас служит музеем, галереей искусств и отелем. Здесь миллиард людей. И Лукас и я очень голодный, он решился отстоять километровую очередь для каких-нибудь снеков. Мы уже даже все надкусили, какие мы были голодные. Два пирожка эмпанадос с мясом и чизкейк. Начали с чизкейка, потому что время уже поджимает. Все вот эти автобусы позади меня, это большинство, я уверена, что гости нашего круиза. Поэтому на следующей достопримечательности также все мы, родные, собрались на случай. Гигантские пальцы на берегу океана. Мне не так сильно понравился гид в нашем автобусе. Я предпочитаю, чтобы гид нон-стоп что-то рассказывал. Мы даже не знаем историю этих пальцев. Памятник «Рука», так и называется, Ламану. Знаменитая скульптура, выступающая из песка на пляже, создана чилийским художником и является одним из самых узнаваемых символов города. Мы просто идем уже греться обратно в автобус и ждем, когда нас отвезут к порту. Мы вернулись, нас высадили на автобусе, и здесь вся вот эта линия — это люди, которые ждут своей очереди вернуться обратно на наш лайнер. Мы решили не стоять, а пойти в казино. Снимать там, наверное, ничего будет нельзя, но чисто так вот посмотреть. Это самое большое казино в Латинской Америке. The last boat is 8. Я переживаю, что мы опоздаем в лайнер. If we are there at 8 there, and there is a boat there, they're not gonna leave us here. That's the thing. Hello. Кстати, это также 5-звездочный отель. Поддерживает мусор. Очередь с самого конца. После казино очередь уменьшилась, нам все равно пришлось идти в конец, потому что люди постоянно прибывают, но двигается, по крайней мере, быстро. Мы выжили! Это ожидание, эти очереди, эту лодку. В номере нас ждал ваучер уже на завтрашнюю экскурсию в Монтевидео. Сбор в 9 утра в театре, поэтому проснуться надо будет гораздо раньше, чтобы позавтракать успеть. Я оделась в мега теплые спортивные штаны, буду в худи, потому что я очень замерзла. Мы идем на ужин. Кто бы мог подумать, что я однажды окажусь в Уругвае. Это какая-то загадочная страна с уроков географии, про которую мы из того, что знали, это столицу, если хорошо учились. Вау, сегодня первое утро, когда мы смогли прийти. И здесь все столики свободные. На завтрак сырная нарезка, сухофрукты с орешками. Это патте. Нарезка колбасная.
Чтобы пробраться в детское отделение, нужно перепрыгнуть через забор, либо пройти вот здесь через врата в рай. Там пончики, панкейки, бар, на котором можно заказать себе хороший кофе или другие напитки, яйца, оладьи какие-то, картошка, бекон, станция с йогуртами. Хлеб, бобы, фриттата с грибами, омлет, сэндвичи. Здесь манная каша и овсянка. Мое любимое — это выпечка. Мы вышли с нашего корабля. Вау, красота! И нас уже ждут выстроенные в ряд автобусы. Quantas horas? Я думаю, что вы примерно так же, как и я, ничего не знаете об Уругвае. Сажусь. Приезжаем в другие круизные лайнеры, но они гораздо меньше, чем наш. Ajax, que vai ver aqui, Telémetro. Era um aparato para Добро пожаловать в столицу Уругвая, Монтевидео! Наша первая остановка в Монтевидео – это площадь Независимости, которая является одной из главных и наиболее значимых площадей в городе. На площади стоит памятник национальному герою Уругвая, который сыграл ключевую роль в борьбе за независимость страны. Под памятником находится мавзолей. Вокруг площади расположены важные здания и достопримечательности. Среди них дворец Сальва, который при его постройке был одним из самых высоких зданий в Южной Америке. На противоположной стороне от дворца Сальва находится вход в старый город с его узкими улочками, историческими зданиями и богатой культурной жизнью. Здесь мы на секундочку выскочили около законодательного дворца. Сейчас нас ждет переезд длиной в 45 минут до винодельни. Да вот парочка, они вообще ни на одной остановке не выходили. Нам в автобусе гид рассказала о том, что вообще винная индустрия в Уругвае началась с семейного бизнеса европейских иммигрантов, французских и итальянских. Они пытались производить вино здесь из европейского сорта винограда, который в Уругвае не прижился, и теперь уругвайское вино производится из какого-то уникального гибрида разных виноградов. Основатель этой винодельни итальянец, и растениям, которые позади меня, 120 лет. Нам принесли закуски. Сейчас будем тестить вино. Лукас говорит, что он не голодный и отказывается кушать. Интересно, на каком бокале его несут ветроопьянение? Название винодельни, а также вина с Пиноглио. Первый сорт мы пробуем Савиньон Бланк. Бокал поменьше для белого вина, бокал побольше для красного. На закуске сыр, колбаса, орешки, оливки. Немножко раздать. Мы рассматриваем вариант купить с собой винишко. Цены на вино здесь от 15 до 40 долларов, которые мы пробовали и хотим взять. Вот это. Савиньон Бланк. Мы купили одно винишко, а люди брали коробками. Мы уже вернулись на наш круизный лайнер, посчитали, что нам больше ничего не надо в Монтевидео, тем более после винодельни, что еще может быть нужно. Мы отправляемся на бассейн. Обратно на круиз сегодня было гораздо более простым опытом, вообще без каких-либо людей. Сегодня второй день идеального отдыха, безлюдного. Ты-тынь. Я расположилась, Лукас расположился. Посмотрим, как там внизу. Но сегодня пока что, поскольку время обеда и еще не все вернулись из Монтевидео, обстановка довольно-таки на чиле. Людей немного. В этой зоне тоже есть бар, поэтому мы взяли по напитку. Бразил! Мы отплываем
от Монтевидео, прощаемся с Уругваей и завтра утром уже проснемся в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Мы сегодня с балкона нашего номера наблюдали просто потрясающе красивый закат. Я сегодня в полноценном костюме зебры. Шоу нам понравилось, сегодня была пиратская тематика. Мне все нравится, что поднимает настроение. Сейчас мы на ужине. Я жду свой фалафель. На ужин у меня сегодня фалафель с питой и гумусом, а у Лукаса мясо с морковным пюре, малиновый мусс. На этой ноте я заканчиваю сегодняшний влог. Вторая часть путешествия выйдет на следующей неделе. Мы побываем в столице Аргентины, а также проведем целых 2 дня в открытом океане. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем чао, какао, до скорых встреч!